coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Тани Бани, 4-й эпизод. Бьем копытом озимь. Сейчас будет крайне такой интересный момент у нас будет. Такой вот интересненький мы закончили. Я все-таки не решила брать его на обложку, я взял другой, но все равно думаю, я в нетерпении узнать, что будет дальше. Рекомендую в предыдущую серию посмотреть, она сейчас вылезет в подсказочках. Там мы узнали очень интересную предысторию, кажись, предысторию первого появления хозяина леса и первых жертв его маленькой команды из, ну понятно, из совы, лисы и других товарищей, медведя тоже. Так, девочка очутилась сзади, поддела ремень пальцами, попробовала стащить штаны. Ах ты ж... Ах ты ж... Она захихикала. Я крутанулся, и Полина прижалась ко мне, заливаясь смехом. Легонько прикусив мою руку, дернула за ремень. Отступая, я врезался в диван и упал плашмя на его мягкую поверхность. Полина приземлилась сверху. Волосы накрыли мое лицо, защекотали ноздри. Я ощущал, как вибрирует грудная клетка смеящейся Полины. А еще я чувствовал сквозняк голой кожи бедер. Ей таки удалось стянуть с меня штаны. Я лежал под ней частично нагим и сгорал от смущения. Полина отстранилась, смех затих. Она сдула прядь волос и заглянула в мои глаза. Уперев кулачок в щеку, прошлась задумчивым взглядом по моему лицу. Ты чего? Ничего, красивый ты. Скажешь тоже. Честно. И знаешь, мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в поселок приедешь. Блин, я буду надеяться, возможность будет избежать именно измен. Мое сердце выстукивало бешеный ритм под ребрами, в висках, по всему телу. Я забыл, что лежу под ней без штанов и трясусь. И трусь голым бедром об ее Мне ногу. хорошо с тобой. И мне. Я встретила человека, который меня понимает. Это дороже скрипки Гварнери. Я переместил взгляд на ее рот. Пожалуйста, нет, неужели будет измена? Он был так близко, что я видел каждую крошечную морщинку на пересохших, как и у меня, губах. Поцеловать? Другого выбора нет. О нет, мы еще... Полина опустила веки. Затрепетали ресницы. Наши губы соприкоснулись. Ёшкин кот. Голова закружилась. Померещилось, что я впадаю в пропасть. Каждая клеточка моего тела пела от восторга, словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут я увидел в зеркале на дверцах зеркало на дверцах платинового шкафа. Там отражалась приоткрытая дверь внутрь коридора. Из щели за нами следил Харитон. Блин, это жутко. Хмурое лицо будто плавало в черных водах темноты. Глаза впились в меня глубже и злее, чем кошачьи когти. Рассекреченный старик дал задний ход и отъехал от двери и канул в варево теней. Вот я чувствую, это будет чем-то плохим. Пораженный, я оторвался от Полининых губ.
прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня, непонимающе, и раздосадованно В спросила. чем дело? Я выпутался из-под нее, встал, натягивая штаны, с третьего раза застегнул ремень. Ни в чем. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться к ужину. Не уходи, Полин, послушай. не уходи, Голос задрожал, слезы потекли по щекам серебристыми ручейками. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и тема в монологе ее деда. Но ведь дед был старым и чудным. Забери меня с собой. Ой, блин, это что? Ой, нет. О, нет. Ты чего, Полин? Ну Ну перестань. Ну хватит, правда. Все же хорошо. Я здесь с ума сойду. Не знаю, руки на себя наложу. Не говори так. Она повалилась на кровать ладонями, прикрыла лицо. Всхлипы превратились в сдавленное рыдание. Я растерянно топтался на месте, не зная, что предпринять. Бежим. Завтра же соберем вещи и уедем в город. Нам по 12 лет. И что? Тебе нравится жить в хибаре у леса? А мне, думаешь, по нраву гнить, заточенный в 4 стенах? Ее кулачки били по дивану, тело выгибалось. Если ты мужчина, уведи меня из этого места. Пора уходить, отчеканил внутренний голос, и я был с ним в Прости, солидарности. тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. О нет, это что-то плохое, это что-то плохое. Блин, что происходит? Блин, мне кажется, это будет чем-то очень плохим. Мы ведь выбрали Алису, мы могли сразу налаживать отношения с Полиной. Сразу налаживать. Нам никто этого не запрещал. Но, я не знаю. Я вышел в коридор, бурча, возможно, поступил как трус, но я не мог больше выносить ее истерику. Надел куртку и сунул ноги в ботинки. Я уставился в темноту, думая о медведе-людоеде. Плач Полины раздавался за стеной, а на меня надвигалось нечто скрипящее. Коляска старика притормозила в 2 метрах на границе света и мрака. Уходишь? Так быстро? Я промямлил, шнуря обувь. Простите, мама будет беспокоиться. Ты знаешь настоящее имя своей матери? Петров Антон. Тени клубились, двигаясь за плечами Харитона. Я жаждал покинуть это странное место как можно скорее. Нет, простите. Взволнованный, я извинялся направо и налево. Почему плачет Полина? Что случилось? Блеснули железные зубы. Пойдем на кухню. Чай пить будем. Я тортик разрезал. Меня ждут. Подождут и перестанут. Ну пойдем. Он хныкнул капризно. Наконец, справившись со шнурками, я вскочил на ноги. Старик улыбнулся над досадой. Я повернулся к нему спиной, пальцы сражались с замком. Скерлы! Ой, чем-то это плохим обернется. Что ж такое? Блин, мне страшно, он меня пугает. Блин, я в предыдущей серии говорил, он хороший, а теперь я его боюсь. Мне не позволят уйти. Наедут сзади, коляска утащит. Скерлы! Дверь отворилась, пустив в душный коридор зимний Как мороз. твое настоящее имя? До свидания.
Я вылетел на крыльцо на дорожку, петляющую между домов. Пока я гостил у Полины, мрак вороньими крылами объял поселок. Из-за ветра он казался живым и мыслящим существом. Слабо горели вмурованные в ночь фонари. Я тер лоб. Ну, что за концерт устроила Полина? А старик, подглядывающий за нами. Не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать. Едва я вспомнил металлические зубы Харитона, как мурашки зарыскали по моей коже. Ой, а вот теперь сейчас произойдет то, что я ожидал. Сейчас будет, скорее всего, нас отдубасят. Ну или чё? И я встрепенулся и окинул взором улицу. У забора маячил неясный силуэт. Кто здесь? Человек шагнул ко мне, встал в кольце фонарного света. Душа, кувыркнувшись, ухнула в пятки. Я узнал Ромку. Ну что ж, здравствуй, дорогой друг, я тебя предал. Щеки одноклассника были мокрыми, а глаза покраснели. Да, я понял, из-за чего. Ну, как говорится, не пытайся усидеть на двух стульях. Ой, боже, это пипец. Блин, у меня сердце колотится. Я не думал, что я получу такие эмоции. Он плакал, прячась в темноте. Ну, привет. Ой, да, сейчас нам будет плохо, я не знаю. Привет, дружище. Что ты тут делаешь? Да вот, ты не пришел на наш спектакль. И я волновался, что с тобой что-то случилось. Эх, вот так вот. В этом и дело. Ну что ж, будем думать, что дальше. Ой, это будет боль. Как с Семеном и Катей. А ведь правда. Раздался щелчок, сверкнул нож-бабочка. Ой. Обескровленные губы Ромы растянулись в страшной гримасе. Зрачки сверкали, словно две монеты. Ром, убери нож. Зачем? Как без ножа я смогу разрезать тебя от пупка до глотки и проверить, что внутри у предателей? Рома! Я отступал, боясь подвернуться к нему беззащитными лопатками. Рома шел на меня, скались. Был у нее дома, да? Правая рука Вольтрона. Говорит центр управления, как слышно. А вот и наказание. Да, предательство. И что-то, мне кажется, это кончится чем-то плохим. Ты был у моей Полины? Да. Рисовал ее? Трогал? Все не так. Я врал, конечно. Все было именно так и даже больше. Ну, конечно. Блин, ну, честно говоря, тут непонятная такая ситуация. А почему? Ладно, Полину, понятно. Надо будет выбрать Полину в следующий раз, возможно, если будем перепроходить игру полностью, я выберу варианты Полины. Выберем варианты Полины и проскочим чисто по пути Полины. Посмотрим, что будет. Но это будет следующая часть. Ой, сейчас будет... Ай, блин, мне так... Жалкий ублюдок! Заслужен. В уголках его рта выступила пена. Ёб твою! Он судорожно утер лицо рукавом, еще сильнее размазав слезы по щекам. Остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти. Железная бабочка начала свое медленное движение вверх, и вдруг, как на ускоренной пленке, нырнула вперед. Это Ромка резко качнулся ко мне. Его лицо приобрело цвет воска, глаза пылали, как фосфорные. Я ощутил толчок
и опустил взор. Бабочка была не настоящей. Из магазина приколов игрушка, в которой лезвие погружается в рукоять. Затем я понял, что ошибся, что не вижу лезвия, потому что оно погрузилось в мою грудь. Что оно сейчас внутри, между ребер. Холодное, острое, как звук запоздавший, за светом пришла боль. Удивительно, но она не была очень сильной, зато была ужасно неприятной, сосущей и отдавала куда-то в затылок. Я схватил Ромку за предплечье. Он вырвал нож, как в замедленной съемке за лезвием взлетел пунктир алых капель. Кожа в костяном каркасе Ромкиного лица. Ой, блин. Ой, я не могу. Гротескно растянулась, рот распахнулся, между передними зубами натянулись нити слюны. Я хотел сказать, чтобы он прекратил, но слова застряли в горле. Мир пошатнулся. Я упал на колени. Стало сложно дышать, словно воздух в легком превратился в резкое тесто. Рот наполнился кровью. Она выплеснулась на снег. Неспособный держать голову ровно, я смотрел в эту кровавую лужицу. Потом я упал в нее лицом. Кровь согрела щеку. Я полежу, и все пройдет. Ничего страшного. Зашьют врачи. Ромка схватил меня сзади и резко перевернул на спину. Я увидел его перекошенное лицо и глаза фанатика. Взяв бабочку обоими руками, зарычав, Рома обрушил оружие вниз. Надо будет поставить... Так, на эту часть я поставлю 18+. В мой живот. Боль поглотила разум. Я не мог пошевелиться. Не мог даже зажмуриться, хотя на зрачках осели горячие. Подожди, что? Но не мог даже зажмуриться, хотя на зрачках осели горячие росины. Пронзил какой-то пузырь внутри меня. Взмах опустился. Взмах взмыл, Ромка кричал и колол, кричал и резал. Кровь плескалась мне в лицо, слетала широко багровыми ленами. В голове словно вспыхнули десятки огоньков, но сразу же начали гаснуть один за другим. И те области мозга, в которых погибали эти страшные светлячки, погружались во мрак. Фигура Ромки размылась. Я перестал следить за ножом. Поднял взгляд по залитому кровью лицу своего убийцы вверх в темнеющее небо. За долю секунды я увидел жизнь, которую не проживу. Миллионы упущенных возможностей. Как зритель в пустом кинозале я смотрел на экран. Я видел Олю, которая повзрослеет, но не узнает об этом. Увидел ее детей, которых не поддержу на руках. Стареющих родителей в доме на краю леса. Я видел яркий свет в галереях и выставочных залах, чьи стены не украсят мои картины. Мостовые городов, по которым не прошагали. 21 век, который настанет не для меня. Я просто поцелую вселенную, состоящую из людей и вещей, навсегда мною утраченных. Ослепительно заполыхало то ли в небе, то ли под опускающимся веком. Нож колол и колол, но боль прошла, тело больше не имело значения. Фильм закончился, и я расстроился
и растворился в бесконечной темноте. Милиция арестовала подростка, зарезавшего сверстника во время ссоры между учениками 6 класса средней школы. Возник конфликт, в результате которого один из учащихся нанес другому более десятка ран выкидным ножом. Мальчика доставили в больницу, где он скончался от потери крови. Школьник, убивший сверстника во время допроса в милиции, признал вину. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Также уголовное дело по статье о халатности может грозить директору школы, чей ученик свободно разгуливал с ножом, и заму по воспитательной работе. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Школяр-убийца. Конец. Продюсер, режиссер. Ёшкин кот, мы нашли полуфинал. Ай, вот что значит не передавай. На 2 стульях пытался усидеться и поплатился за это. Ужас. Ой, боже, блин, у меня все руки. Ну, я думаю, пора высказать мнение. Все равно тут ничего не озвучивается. Ну, офигительная игра, что тут скажешь. Конечно, она не закончится. Мы переиграем и возьмем выбор Вольтрона. У меня ведь сохранения до сих пор остались. Ай, посмотрим, куда все это уйдет. Борисович. Антон Борисович. Надеюсь, вам понравилось. Честно говоря, мне прям... Это реально жутко. Вот тебе и жути и навалили. Я думал, что может быть жутче. Так вот тебе. Еще больше жути. И честно, я не ожидал, что тут... Что это? Настоящий детектив 4. Блин, мы все собрали в 4 главе. Это как это? Ну что ж, мы возвращаемся. Ну, разумеется, игра продолжится. Ой, но я уверен, это все полуконцовки. Я думаю, этих концовок будет несколько. И интересно, к чему же они все-таки приведут. Но эта концовка, по правде, довольно поучительная. Ладно, я не знаю, у меня просто нет слов. Я не знаю, я до сих пор сижу, так скажем, просто остекленевший. Вот тебе и сюрпризец. Надеюсь, вам понравилось. В комментариях именно я, возможно, когда немножко отойду от всех этих событий. Я даже думаю, следующую часть запишу не сразу, мне придется отойти немножко от этого шока, потому что я не знаю, что сказать. Блин, но я не ожидал, что такого. Это реально игра получается, ну реально такая прям интересная. Она буквально она не позволит, получается, усидеть на 2 стульях. Получается, у нас не будет второго выбора. Получается, если мы выбрали путь зайчика, нам придется убивать людей. Потому что, ну, получается, ведь мы вот попытались именно, так скажем, на 2 стульях. Хотя, блин, я ведь не знал, что... Ну, блин, откуда мы знали, что, ну, такое вот будет? Что, ну, вот так все обернется. Я не знаю, что было бы, если бы я сразу выбрал Полину? Что было бы? Что было бы, если бы я выбрал Полину? Что было бы? Скорее всего, мы не получили дружбы с Ромкой, но при этом, я думаю, при входе к ней мы бы выжили. Хотя, возможно, и умерли. Но непонятно, это надо будет все просмотреть. Мне прям интересно узнать, что было бы, если мы выбрали что-то другое. Ладно, это может на 1000 лет затянуться. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, свое мнение насчет этой концовки. Я от нее охренел, буду рад с вами ее обсудить. Предлагайте игры. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер под Оки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Там вы увидите, там будут ссылочки. Не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Там будут... Так вы узнаете о новых видео и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь.
Скоро увидимся, товарищи.